Привет, Арми. 20 февраля компания HYBE, представляющая BTS, опубликовала публичное заявление по поводу разговора Ким Тэхёна. В заявлении пояснялось, что это был частный разговор со знакомым. Тэхён просто выразил сочувствие и подчеркнул, что не согласен с некоторыми взглядами собеседника. Также отмечалось, что он чувствовал себя некомфортно, когда подробности его личного разговора разглашались без его разрешения. Самое важное – это не просто заявление компании, это смелое решение Тэхёна объяснить все самому, не дожидаясь официальных действий. Этот поступок демонстрирует его ответственность и честность. Он искренне отреагировал на ситуацию, сохранил свое достоинство и гордость и обратился к фанатам напрямую с полной откровенностью. Редко какая знаменитость говорит лично о таком сложном вопросе, но Тэхён сделал это естественно и честно. Он напомнил нам, что он не просто фигура в чужой истории, он реальный человек, который заслуживает того, чтобы отстаивать свою правду. Его поведение в это трудное время демонстрирует ценности, которые он всегда пропагандировал: доброту, уважение и непоколебимость. В мире развлечений, где имидж часто ставится выше подлинности, его отношение кажется особенным и необходимым. Его смелость отстаивать правду не только защищает его репутацию, но и служит примером для других артистов. Он учит тому, что можно оставаться добрым и отзывчивым, не позволяя себя использовать. Именно это сочетание чувствительности и силы делает его любимым не только за талант, но и за человечность. Особые отношения между Тэхёном и Чон Чингуком всегда были примером того, как два человека могут дополнять друг друга, как в работе, так и в личной жизни. Поклонники, следившие за их творческим путем, видели их постоянную взаимную поддержку, глубокое понимание, проявляющееся как публично, так и в мелочах. Эта связь кажется еще более важной в трудные времена. Чингук всегда был его опорой, а Тэхён всегда был рядом, когда Чингук в нем нуждался. Более месяца назад в ресторане Сыкаэр-бар они сидели за особым столиком, предназначенным для двух человек, которые могли сидеть очень близко друг к другу, почти обнимаясь, наслаждаясь едой и беседой. Посетители описывали атмосферу как уютную и романтичную. Было легко представить, как они смеются, обмениваются взглядами и пребывают в спокойствии. Эти маленькие детали передавали подлинный комфорт. Затем один из посетителей перешел мост, который Чингук показал в своей истории в Инстаграм. Перейдя его, он понял, что он находится очень близко к дому Тэхёна. Это породило предположение, что Чингук начинал свои утренние пробежки именно там. Простые моменты, такие как пробежки, публикация фотографий или прогулки вокруг дома, служат подсказками об их близости не на виду у публики, а в повседневной жизни. Интересно, что Тэхёна также видели примерно в 15 минутах от дома Чингука. Это заставило многих задуматься о том, как они организуют свою жизнь. Возможно, они естественным образом перемещаются между двумя домами, возможно, они хранят вещи в обоих домах, чтобы совместное пребывание казалось им легким и практичным. Эти маленькие жесты передают ощущение комфорта. Они не нуждаются в объяснениях словами, их повседневная жизнь говорит сама за себя. Когда Чингук бегает по дому Тэхёна, или Тэхён публикует фотографии из окрестностей, наблюдатели понимают, что они строят сплоченную жизнь. Их отношения не требуют экстравагантных проявлений, они кажутся настоящими в повседневной жизни. Со временем Тэхён и Чингук заложили прочный фундамент. Бывают моменты, когда их часто видят вместе, бывают и моменты, когда они предпочитают оставаться в тени. Это разнообразие, естественная часть зрелых отношений, самое важное – уважение, доверие и поддержка. Мелкие детали, такие как взгляд, улыбка или то, как они сопровождают друг друга, отражают глубокое, молчаливое общение. На этом более спокойном этапе они, кажется, хотят защитить свою личную жизнь. Секретность означает не дистанцию, а защиту. Общие распорядки дня, общее пространство и ежедневные привычки демонстрируют стабильность. Привязанность не всегда требует грандиозных жестов, она может проявляться в простых моментах: совместный прием пищи, прогулка по одной тропинке или выбор сидеть рядом. Многие видят в их отношениях пример здоровых взаимоотношений, привязанность, построенная на терпении, единство, укрепленное уважением, постоянная поддержка в трудные времена. Их история напоминает нам, что подлинность и честность всегда являются основополагающими, и что даже в центре внимания мира развлечений два человека могут выбрать оставаться искренними, спокойными и заботливыми друг к другу.
Все, что произошло в последнее время, кажется испытанием не только для Тэхёна как личности, но и для того, как публика воспринимает личную жизнь артиста. В свете софитов, слухов и зачастую преувеличенных интерпретаций он предпочитает оставаться спокойным, честным и отстаивать свои убеждения. Такое отношение не является чем-то искусственным, это отражение характера, который мы знаем уже давно. В то время как некоторые предпочитают молчать из страха быть неправильно понятыми, Тэхён показал, что молчание может быть значимым. И когда он говорит, он делает это осторожно, без обвинений, без нападок, просто объясняя. Такая мягкая уверенность встречается редко, особенно в высококонкурентной индустрии развлечений, и именно в этом его сила. Его отношения с Чингуком также демонстрируют уникальный баланс, не основанный на шумихе, а на небольших привычках, последовательных действиях и комфорте, который растет со временем. Когда два человека могут находиться в одном пространстве, не нуждаясь в большом количестве слов, это свидетельствует об эмоциональной зрелости. Когда они поддерживают друг друга, не афишируя это демонстрирует глубокое чувство доверия. Многие заметили, что, хотя их публичные выступления стали более редкими, они по-прежнему сохраняют чувство принадлежности. Энергия между ними практически не меняется, наоборот, она кажется более стабильной, спокойной, зрелой, словно отношения, которые больше не нуждаются в доказательствах, потому что фундамент уже прочный, им не нужно постоянно появляться рядом, чтобы доказывать свою близость, потому что детали повседневной жизни говорят сами за себя. В том, как они проводят время вместе, есть что-то очень человечное. Простые ужины, неспешные прогулки, занятия спортом в окрестностях, вещи, которые для кого-то могут быть обычными, но для тех, кто живет под пристальным вниманием общественности, эти моменты – роскошь, и выбор делиться ими тонко, без драмы – это форма элегантной честности. Со временем мы понимаем, что крепкие отношения не всегда громкие, они часто существуют в тишине, в постоянстве, в небольших решениях, повторяющихся ежедневно. Тэхён и Чингук показывают, что близость – это не то, как часто тебя видят, а то, насколько глубоко ты понимаешь друг друга, не то, насколько велик жест, а то, насколько искренни твои намерения. Для многих поклонников их история – это не просто история двух айдолов, это пример того, как поддержка, сопереживание и преданность могут выдержать испытания временем. Они учат, что близость строится постепенно, через уважение. Через общение, через смелость оставаться верными себе, даже когда мир пытается изменить наше представление о том, кто мы есть. В конце концов, важнее всего не домыслы и не предположения, а ценности, которые мы можем извлечь, смелость высказаться, когда это необходимо, мудрость молчать, когда это лучше, способность любить тихо, не всегда доказывая это миру. Тэхён показал, что подлинность – это сила, Чингук показал, что настоящая поддержка не всегда должна быть очевидна, и вместе они демонстрируют гармонию между нежностью и уверенностью. Между уединением и теплотой, между публичностью и сохранением человечности. Возможно, именно поэтому многие продолжают обращать на них внимание, не из-за ажиотажа, а из-за искренности, не из-за драмы, а из-за стабильности. В быстро меняющемся и изменчивом мире такая стабильность кажется редкостью, именно поэтому она ценится. Поэтому, независимо от того, на каком этапе они сейчас находятся, более открытые или более закрытые, более заметные или более тихие, одно остается неизменным – фундамент, который они построили за эти годы, непоколебим, отношения, основанные на уважении, доверии и ежедневном единении. Они всегда найдут способ выстоять. А тем из нас, кто наблюдает издалека, возможно, лучше всего поддерживать их мудро, уважать границы и продолжать верить, что подлинность всегда найдет свой путь, потому что в конечном счете любовь в любой форме всегда сильнее, когда она взращивается с искренностью. But that's what makes a personality is tragedy, bruh.